Сегодня я с радостью с вами поделюсь той информацией, которую я собирала на протяжении многих лет и на разных языках, и на разных континентах. И материал, который я вам сегодня представлю, стал также частью моей научной работы, которую я защитила во Франции. Итак, сегодняшняя лекция будет состоять из трех частей. Первая часть – это история психологии и психоанализа в арабо-мусульманском мире. Вторая часть – это современное состояние психологии и психоанализа в арабо-мусульманском мире. И третий – это вопрос, возможен ли психоанализ в мусульманском пространстве. К безумию и психическим расстройствам в исламе относятся не как к наказанию, а как к испытанию. Существует даже такое выражение, что безумец будет награжден раем. Или, например, что Всевышний не уничтожает этот мир, поскольку в нем существуют животные и безумцы. Однако, если мы посмотрим на мусульманский мир поближе, то мы увидим, что за исключением немногих модернизированных стран психические страдания все-таки остаются на уровне лечения практиками и теориями, основанными на демонологии и анимизме. Поэтому, прежде чем мы подойдем к современному состоянию психоанализа в арабском мире, стоит все-таки проанализировать и углубиться в историю возникновения психоанализа и лечения психических расстройств на Востоке. Итак, первая часть – история психоанализа. Юнг сказал, что мы должны приблизиться к нашим восточным ценностям изнутри, а не снаружи. Они находятся внутри нас самих, бессознательно, где мы их должны отыскать. В истории исламской медицины и, соответственно, ее отношения к психическим заболеваниям можно выделить 4 основных этапа. Первый этап – это духовая медицина. Второй этап – это медицина пророка. Третий этап – это экспериментальная медицина. И четвертый этап – феноменологическая медицина. Итак, духовая медицина. Это медицина, которая распространилась, которая доминировала в мире под названием джахилия, то есть мир до прихода пророка. Этот период арабами еще называется как период застоя. Культура и медицина всегда являются отражением социальной, политической и экономической ситуации страны, которая тогда, на то время, проживала не свои лучшие времена. Период стагнации, постоянных межплеменных войн привели к преимущественному использованию магии, суеверий, талисманов, заклинаний. Это все стали своеобразными спасителями от любых болезней в глазах многих доисламских арабов. Следующий этап – это медицина пророка. Этот этап последовал вскоре после смерти пророка, и он начался уже во время того, как пророк Мухаммед начал получать свое откровение. И этот этап еще называют пророческим, поскольку начались почитаться изречения Мухаммеда. Мусульмане искали облегчения в стихах Корана, в Сунне. Простой коранический стих, написанный на небольшом листе бумаги, сложенный в несколько раз и положенный то ли в карман, то ли подвешенный на дверь, должен бы якобы излечить расстройство, в том числе психическое состояние, депрессию, или в то время это называлось там сглаз, или то, что, то, что уже более в современном этапе в клинике будет называться там депрессиями, обсессивными, компульсивными расстройствами. На том этапе это все еще называлось таким общим словом сглаз.
Этот этап продолжался первые 2 столетия календаря хиджры, пока арабам не стал доступен перевод греческих медицинских трактатов. Хотя вера в силу коранического стиха не утратила своей актуальности и по сей день, тем не менее вера в силу коранического стиха даже по сегодняшний день имеет огромнейшее количество мусульман, которые верят в силу такого ритуала. В самих хадисах много написано о психическом здоровье, в том числе о психических заболеваниях, которые в то время были известны в 2 формах. Первое – это тотальная одержимость и васвас. Васвас по-арабски называется любое навязчивое действие, то есть действие, которое повторяется. На современный язык это можно перевести как обсессивно-компульсивное расстройство. В этот же период становится популярным такое изречение Хазрата Али: «Не позволяйте трудностям наполнять вас тревогой, только в самые темные ночи звезды горят ярче». Или Абдуль-Бари Яхья: «Куда направляются ваши мысли во время молитвы, там и находится ваше сознание». В этот период также начинает появляться экспериментальная медицина. Мы потихоньку переходим к этапу, собственно, экспериментальной медицины. Экспериментальная медицина в себе включает исследования, наработки известных арабских философов, психологов, теологов. Этот период был обозначен трудами Аль-Кинди. Начинается этот период с деятельности, с работ Аль-Кинди, который умер в 252 году, а оканчивается этот период уже смертью Авероиса. Умер он в 592 году. Экспериментальная медицина появилась как ответ на пророческую медицину. Она искала логическое объяснение природных явлений и недугов, без обращения к священному писанию. Арабы той эпохи страстно исследовали пределы человеческого потенциала и правила, которые управляли Вселенной, а значит и природой, психикой человека. Коран поддерживает поиск знаний. В то время греческая медицина стала уже доступной и на арабском языке, и мусульмане начали ее усваивать. Некоторые из греческих теорий они практиковали, некоторые адаптировали, проверяли на своем собственном опыте. Также и исламская научная медицина была разработана и переведена на иврит и латынь для потребителей Запада. Экспериментальная медицина ознаменовала сдвиг в сознании от арабов от полной покорности фатализму до открытия безграничного человеческого потенциала. Таким образом, и разум, и чувства стали незаменимыми инструментами исследования законов существования. Ни в коем случае экспериментальная медицина не была копией греческой медицины. Напротив, западный мир следил за достижениями арабов и, следовательно, приспосабливал их к своим собственным потребностям. И окончательный заключающий этап – это феноменологическая медицина. Считается, что период феноменологической медицины еще не пришел. Арабское общество все еще находится на промежуточном этапе между духовой и феноменологической медициной. Феноменологическая медицина – это промежуточный этап между анализом тела и спасением души без страха застрять ни в биологии, ни в магии. В отдельную категорию следует выделить традиционную медицину и лечение мистиков. Почему? Почему мы об этом сейчас говорим? Потому что зародились они очень давно и до сих пор не утратили своей актуальности. Они живут бок о бок с консультациями современных психологов и
Это нельзя не принимать во внимание, когда мы говорим о мировосприятии арабского субъекта. Мистицизм в арабском сознании занимает особую нишу, поскольку он господствовал веками. Мистический опыт считался просто еще одним способом получения знаний. И в отдельную подкатегорию мистиков выделяют марабу. Это народные целители, мусульмане из субсахарианской Африки. Они своего рода шаманы, которым приписывают различные способности. Они якобы наделены силой восстанавливать как физическое, так и психологическое здоровье. Их методы основаны на чтении Корана, который читается определенное количество раз, не случайно, а также на нумерологической системе и благословении. Читается мужчина мужчине, либо женщина женщине, либо читает мужчина, в то время как женщина полностью покрыта. Термин «марабу» на арабском языке не означает мага. Он означает святого суфия, который принадлежит к цепи передачи духовного мастерства ислама, то есть суфизма. Разновидность марабу включает ясновидящих, целителей, знахарей и так далее. Вот даже, например, сейчас, если у араба не все гладко на душе и никакие методы не приносят облегчения, он первым делом поделится со своими друзьями, семьей, потом пойдет к имаму и потом уже обратится к марабу. И только уже в крайнем случае обратиться за консультацией к психологу. А с чем сегодня обращаются арабы к марабу? Общее название для ментального душевного дискомфорта, которое не обосновано физиологически, по-арабски звучит как васвас. Мы уже это слово с вами сегодня упоминали. С клинической точки зрения, васвас – это навязчивая идея, которая проявляется в форме мыслей, компульсивных действий и выполнения определенных бесполезных ритуалов. Постоянная борьба со своими мыслями только проявляет усиление этих нежелательных мыслей. Следует также отметить искусство изучения психологических недугов, а также и самой личности араба по внешности. Это древнее искусство, которое называется аль-фираса, и корнями оно уходит именно в этот золотой век экспериментальной медицины, когда арабы своими исследованиями прославились на весь мир. Итак, в исламской медицине изучение психических заболеваний было выделено в отдельную категорию, в отдельную науку, которая дословно переводится как лечение психики. Соответственно, исламская психология включает в себя не только психологию, но и психиатрию и нейропсихиатрию. Ключевой характеристикой средневековой мусульманской психотерапии были продолжительные клинические наблюдения за пациентом, прежде чем ему рекомендовалась психотерапия. В мусульманском мире психически больного не расценивали как одержимого, как в то же самое время относились к нему в Европе. О психически больных Коран говорит следующее. Если те, которые имеют право на имущество, неразумны, то нужно освободить их от этой ответственности. Но отдавайте им из их плодов имущества то, что нужно им для питания, и одевайте их, и будьте добры к ним, и говорите с ними хорошими, добрыми словами, удовлетворяйте их потребности и не унижайте их. Сура 4, аят 5. Древние арабы считали, что психически больные не могут различать реальное от нереального, реальное от вымышленного. И термин «психическая болезнь» объяснялся Авиценной как состояние, в котором реальность заменяется фантазией. В средние века арабы не проводили четкой границы между эго, интеллектом, сердцем, духом, сознанием, желанием. Все это обозначалось одним общим термином «личность». В самом древнем документе, посвященному психическим расстройствам,
Речь идет как раз об истерии. И называется он папирус Кахон. То есть это самый первый в истории мира документ, в котором упоминается о психическом заболевании. И это психическое заболевание истерия. То есть впервые в истории человечества об истерии было уже упомянуто на древнеегипетском папирусе. Он был найден в руинах древнего египетского города в 1900 году до нашей эры. И в нем лечение истерии описывается как, не как физический процесс, а как лечение состояния духа. Там же был найден старейший документ, упоминавший депрессию, что говорит о том, что клинически депрессия была известна еще до Гиппократа. В Древнем Египте успешно применялся метод психотерапии сном для лечения заболеваний, не имеющих физического происхождения. Был построен храм сна. Один из таких храмов был обнаружен в Саккаре, что на юг от Каира. Считается, что Имхотеп был первым врачом в истории, который лечил психические расстройства своих пациентов в этом храме сна. Дальнейшее лечение во многом зависело от проявлений и содержания сна. Также Имхотеп был один из первых, кто начал лечить психически больных пациентов в госпиталях. Арабы были первыми, кто институционализировал лечение психических заболеваний в госпиталях. Первый в мире психиатрический госпиталь Бимаристан Азуди был открыт в Багдаде, Ирак, в 705 году. Далее второй Бимаристан был открыт в 805 году в Каире, Египет. Потом в Фесе, Марокко. И в VIII веке в Марракеше, также Марокко, в 1190 году. Первый крупнейший Маристан в Северной Африке был построен султаном Якубом Аль-Мансуром в XII веке, где великие мусульманские ученые, такие как Ибн Рушд, Ибн Туфаил, практиковали медицину. Исламские больницы первыми предложили психотерапевтическое лечение тем, у кого диагностировали психические заболевания. Помимо ванн, лекарств, принятия ароматерапии, музыки, была также рекомендована и психотерапия. Больница была центром медицинского прогресса и величайшим достижением арабо-исламской цивилизации. Слово «бимаристан» производное от двух персидских слов. Первое – это «бимар» – больной, и «стан» – место. Следует подчеркнуть, что уже пророк Мухаммед инициировал строительство небольших мобильных военных бимаристанов. В Египте первый госпиталь был построен в юго-западной части современного Каира в 872 году правителем аббасидов Ахмадом ибн Тулуна. Некоторое время спустя в Старом Каире в Фустате были построены еще две больницы. В XII веке больница Насири была построена в Каире Саладином, а в 1248 году больница Мансури, рассчитанная на 8 тысяч коек, которая была главным первичным медицинским центром Каира на протяжении всего XV века. В Дамаске больница Нурия занимала место главной больницы до XV века. А в Аль-Кайраване, Тунис, госпиталь с психиатрическим отделением существовал еще в начале IX века. А в Мекке и Медине и то раньше. Окружение и расположение больницы тщательно выбиралось. Мы можем найти изображения некоторых древних больниц, которые предположительно были построены на холмах либо у воды. История рассказывает, что Харун ар-Рашид попросил Разеса построить общий госпиталь. Разес выбирал место для этого госпиталя, разложив несколько кусочков мяса в разных местах Багдада.
чтобы проверить, а в каком месте это мясо испортится раньше всего. И то место, в котором это мясо долго не поддавалось деформации, не появлялся запах, это место считалось тем, где наиболее чистый воздух. И там строили госпиталь. Типичная исламская больница строилась по крестообразному плану с 4 центральными сводчатыми залами, с множеством смежных комнат, таких как кухня, складское помещение, аптека, помещение для медицинского персонала. Персонал состоял из врачей, фармацевтов, терапевтов, которые работали посменно и выписывали лекарства. Также были помощники врачей, которые могли позаботиться об основных потребностях пациента. У типичного арабского госпиталя было 4 главных арочных входа со множеством прилегающих комнат. Посредине каждого бимаристана был расположен сад с фонтаном. В каждом бимаристане было отделение для лечения психиатрических расстройств. Бимаристаны принадлежали государству и спонсировались из государственной казны, либо же состоятельными семьями. Также на поддержание бимаристанов выделялся годичный закят. Палаты были разделены на мужские и женские, велась четкая документация учета больных, где указывались анамнез, диагноз, пройденный курс лечения, дата принятия на лечение, также дата выписки. Доктора проходили обязательную аттестацию с последующим получением лицензии на врачевание на определенный срок, и по истечению которого должны были проходить переаттестацию. Помимо лечения пациентов, исламский госпиталь выполнял сразу несколько функций. Он также был центром медицинских исследований, обмена профессиональными знаниями, применения новых терапевтических методов и развития медицины. Исламская больница имела обширную библиотеку, аудиторию для огромного количества слушателей, также жилые помещения для студентов и технического персонала. Медицинская практика строго руководилась соблюдением этических норм. И профессия медика больше, чем какая-либо другая, должна была соответствовать нормативам поведения, контролирующие отношения между врачом и пациентом, а также конфиденциальность и надежность. В XIV веке отделение психиатрических расстройств было одним из 4 отделений Каирской больницы Калавун, предшественницы психиатрии в больницах общего профиля. Похожая система устройства госпиталя появится в Европе на 6 столетий позже. Исламские ученые VII-IX веков, который известен как «Золотой век ислама», прославились своими вкладами в понимание психики и человеческой природы. У Аль-Кинди, года жизни 801-873, есть трактат под названием «Психология и дискурс о душе». Аль-Кинди был одним из первых, кто практиковал экспериментальную психологию. Он довел, что ощущение пропорционально раздражителю. Среди других работ Аль-Кинди психологии можно назвать «О снах и сновидениях» и «Искоренение печали». Он считал, что психическое нафсани, по-арабски, горе вызвано утратой. Он говорил, если причины боли можно выяснить, то можно найти и лекарство. Он рекомендовал, если мы не терпим потери или не хотим быть лишенными того, что нам дорого, то нам следует искать богатство в мире интеллекта, ибо то, что принадлежит нашему интеллекту, не может быть легко отнято у нас. Он также заявлял, что печаль не внутри нас, а мы навлекаем ее на себя.
Научный интерес Аль-Кинди также распространился на лечение депрессии. Сегодня в Багдаде расположен один из крупнейших медицинских центров, больница общего профиля Аль-Кинди. Аль-Фараби был известен своими исследованиями в области социальной психологии. Его известная цитата дошла и до сегодня. Индивидуум поодиночке не может достичь всех совершенств самостоятельно, то есть без помощи другого. Одна из самых его знаменитых работ посвящена исследованиям интеллекта и называется «Риселя фи акл». Он утверждал, ощущения, которые мы когда-то испытали, не умирают. Они могут снова возобновиться в виде образа. Сила, с помощью которой мы оживляем прошлый чувственный опыт без помощи каких-либо физических раздражителей, называется воображение. Аль-Мутахайля по-арабски. Вот почему воображение способно стимулировать определенные эмоции, состояния, желания. В статье о причинах сновидений он проводил различия между толкованием сновидений и выяснением природы и причин сновидений. Ибн Сина, известный на Западе как Авиценна, родился в селе Авшана, которое находится сегодня на территории Узбекистана, то есть республика бывшего Советского Союза. Ибн Сина первым дал определение многочисленным нейропсихиатрическим терминам, таким как деменция, эпилепсия, галлюцинации, бессонница, мания, кошмар, меланхолия, паралич, инсульт, головокружение, тремор, сексуальная дисфункция. Благодаря его исследованиям зародилась психосоматическая медицина. Одна история рассказывает, что принц в Джурджане долгое время лежал больным, и местные врачи не могли определить суть болезни. А с помощью техники измерения пульса и одновременном называния имен Авиценна пришел к выводу, что пациент был влюблен, и посоветовал ему жениться на этой девушке. После того, как принц последовал его совету, он полностью обрел свое психическое и физическое здоровье. Итак, любовная болезнь также относится к тем заболеваниям, название которым дал Ибн Сина. Идеи Авиценны о причинах психических заболеваний широко противоречили распространенным представлениям об одержимости джиннами и демонами. Он стремился построить всеобъемлющую систему, которая объясняла бы индивидуальное существование человека по отношению к Вселенной и соответствовала бы религиозности мусульманской культуры. Авиценна дал определение истине, когда то, что происходит в голове, соответствует внешней реальности. Некоторые ученые полагают, что Авиценна первым рассматривал существование, вуджуд, как случайность, происходящую с существом материей, магия. Авиценна также обнаружил состояние, напоминающее шизофрению, и описал его как джунун муфрит, тяжелое безумие, с такими характерными симптомами, как ажитативность, нарушение поведения, сна, неправильные ответы на вопросы, периодическая неспособность говорить. Аль-Газали работал над определением понятия «я» и причинами несчастья и счастья. Аль-Газали выделил 5 внешних органов чувств, как слух, зрение и так далее, и 5 внутренних чувств, как здравый смысл, воображение, рассуждение, воспоминание и память. Каждый из этих чувств он располагал в соответствующей зоне головного мозга. Он также предложил модель, похожую на топики Фрейда, а именно он разделил психику на 3 части. Часть нафс амара, наподобие фрейдийского ид,
которая потакает инстинктам и страстям. Следующая часть – это навс лавамма, наподобие фрейдовского «я», сознательная часть, и навс мутаманна, наподобие фрейдистского суперэго, мудрая часть. Ашраф аль-Цанви прославился следующими работами в области психологии: теория личности и причины болезней, и он различал два типа болезней: органическая болезнь и функциональная. Органические болезни он лечил лекарствами, а психологические – терапией. Аль-Цанви считал безоговорочным условием терапии то, чтобы пациент сам проявил желание в терапии. Без этого он утверждал, что терапия не работает. Он также использовал терапию обмена письмами, в которых пациент мог выписать все, что у него происходило на душе, и потом отдавать эти письма в конце сеанса своему врачу. Ибн Рушд утверждал, что метафизика, то есть наука о физике души, возносится над всеми другими науками, кроме науки о Боге. Психологии у него посвящена целая книга под названием «Китаб ан-Нафс». С именем Мухаммеда аль-Бируни и начинается история всемирной экспериментальной психологии как научного метода. Он ввел такое понятие, как среднестатистическое в психологических экспериментах. Ибн Араби ввел известный термин «mundus imaginalis», что отличается от западного понятия «воображаемое». Mundus imaginalis – это не просто сознательное или бессознательное, это высший уровень психики, это суперсознательное. Но на низшем уровне mundus imaginalis проявляется как психоз. Это то место, в котором находятся все вещи мира, прежде чем они материализуются. Все знания для Ибн Араби – это форма знаний о себе. Абу Бакр аль-Рази был ученым и одним из первых психотерапевтов. Он был главврачом госпиталя в Багдаде и директором первой психиатрической больницы в мире, которую мы уже упоминали с вами. Он написал больше 200 книг, большая часть которых посвящена описанию симптомов и лечению психических болезней. Он был одним из первых, кто инициировал проведение психотерапии наряду с принятием лекарств. Он считал, что мудрость проистекает от того, что человек сумел справиться с мыслью о смерти. Аль-Балихи выделял два вида депрессии. Первый источник, который известен, например, определенное событие, утрата близкого, неурядицы на работе. И депрессия – источник, который неизвестен, а значит, он органический, то есть связан с нарушением функционирования нервной системы. Он был первым, кто провел различие между нормальной депрессией, грустью, и реактивной депрессией. Реактивной депрессией и эндогенной депрессией. У него было 3 различия. Аль-Бальхи утверждал, что этот мир не был создан для того, чтобы удовлетворять все потребности человека. И нужно уметь от чего-то отказываться, чтобы избежать страданий. Это утверждение во многом напоминает термин Лакана о кастрации, то есть принять свою кастрацию, а значит лимитированность, невозможность наслаждаться всеми объектами этого мира. Аль-Балхи первым провел различие между неврозом и психозом. Он очень критично относился к медицине того времени, которая лечила тело, а не душу. Подход Аль-Бальхи можно обобщить сурой из Корана «Болезнь в их сердцах». Сура 2, аят 10.
Его также принято считать одним из первых когнитивных психологов. Наджаб Удин Мухаммед дал подробное описание многим психическим заболеваниям, что до сих пор остается одной из самых обширных, известных классификаций психических болезней. Ибн Аль-Хайтам был основателем психофизики. Он одним из первых указал на то, что зрение зарождается не в зрительном аппарате, а в коре головного мозга. Аль-Рахаби первым объединил кодекс этики врача. Ибн Аль-Варди впервые говорил о вытесненных эмоциях, желаниях, воспоминаниях, которые проявляются в виде симптомов, и он лечил своих пациентов тем, что вызывал эти вытесненные воспоминания из бессознательного на поверхность и таким образом освобождал их от боли. Ибн Туфаил говорил об уже врожденной природе человека, которая ему предоставлена как данность. Ат-Табари проводил исследования в сфере детской психологии. Он описывал то, что часто пациенты страдают не от реальных симптомов, а от вымышленных. Что с такими пациентами должен работать врачеватель душ. Его Фирдаус Аль-Хикма является энциклопедией медицины и по сей день, в которой огромное внимание уделяется генезису и описанию, а также формам лечения психических болезней. Аль-Маджуси описал влияние психоэмоционального состояния на иммунную систему. Он первым охарактеризовал состояние комы и бессонницы. Также говорил о том, что между пациентом и врачом огромнейшее влияние и важность имеет перенос, то есть отношения между врачом и пациентом. И в то время это еще не называлось переносом, но он это характеризовал как отношение, взаимосвязь. Таким образом, мы видим, что тем немногим мусульманским ученым Золотого века, которым мы сегодня уделили внимание, уже была известна психосоматика. Уже многие из них практиковали элементы психоанализа, как трактование сновидений, как высвобождение вытесненного материала, свободная ассоциация. В то время, когда в средневековой Европе этих больных заковывали в цепи в отчужденных местах и считали их прокаженными. Мы переходим ко второй части нашей лекции, которая называется «Современное состояние психоанализа в арабо-мусульманском мире». Колониальный период приостановил развитие психологии, а также любых исследований в арабском мире на более чем 100 лет. Бимаристаны были закрыты, психологическая помощь не предоставлялась. Лечение психологических ран возвратилось на уровень магическо-религиозных обрядов, которые практикуются в арабском мире и по сей день. Только по личной инициативе, ближе к закату колониального периода, зарубежные психоаналитики, в основном французы, начали приезжать в страны колонии, а многие экспатриировали, в основном в Марокко и Ливан, со своими конференциями, лекциями. Со временем миграция западных аналитиков привела к тому, что в Марокко и Ливане стали открываться психоаналитические кабинеты. Но с началом движения за независимость французские психоаналитики покинули Марокко и Ливан, а арабские студенты принялись поступать на учебу во Францию, чтобы затем вернуться на родину и открыть свою частную практику. В этом контексте как отдельный случай следует рассматривать Египет, где психоанализ активно практикуется местным населением с 1930 года. То есть на несколько
десятилетий раньше, нежели в Италии и Бельгии. А в 1950-х годах здесь аналитиков было больше, чем в самой Испании или Италии. Первая аналитическая терминология на арабском языке зародилась именно в Египте с подачи известного психоаналитика Мустафы Зивера. Эта терминология не нуждалась в никаком западном посредничестве. Египетская газета «Аль-Ахрам» в 1939 году стала одной из первых в мире, которая опубликовала статью о книге Фрейда «Моисей и монотеизм». Эта газета публиковала также информацию о Юнге, о Фрейде в достаточно открытой и доступной форме для египетского общества. Фрейд, Юнг, другие мировые аналитики впервые появились на арабском языке именно в Египте. А первый психоаналитический арабский журнал и первая психоаналитическая ассоциация также зародились в Каире. Другими известными психоаналитиками являлся Мустафа Сафван, который в 1949 году прошел контрольный анализ у самого Лакана. В статье 1938 года в Аль-Хиляль отмечалось, что произошла смена поколений, и египетская молодежь стала активно интересоваться и жадно читать Фрейда, и была знакома с его идеями о бессознательном, толковании снов, психоанализе. До Второй мировой войны психология активно преподавалась на факультетах всех больших египетских университетов. Когда Юсуф Мурат и Мустафа Зивер вернулись в Каир в 1940 году, после учебы и работы во Франции, психоанализ получил новую жизнь в Египте. Они основали Джамаат Ильм ан-Нафс аль-Такаммули, общество интегративной психологии, и египетский Маджалят Ильм ан-Нафс, то есть журнал психологии, в 1945 году. А арабское издание Сукулюджият аль-Джинс объединило в себе психологию и сексологию. Журнал разъяснил значение психологии для просвещения аудитории и, в частности, необходимость ее адаптировать к арабскому и египетскому контексту. Юсуф Мурат был первым, кто занялся стандартизацией арабских психологических терминов. В пятницу по утрам в Каире в середине 40-х, 50-х годов ученые и студенты собирались в доме профессора психологии Юсуфа Мурада и читали Фрейда, а также другие книги по психологии и психоанализу. Мурад был сосредоточен на поиске решений существующих психосексуальных проблем египетского общества. В нем он видел конфликт, возникающий между сознательными и бессознательными влечениями. Революцию, которую Мурад спровоцировал в сфере египетского психоанализа, повлияла не только на пересмотр подхода к лечению пациента, но и на теоретизацию уникального исламского подхода к бессознательному. В 1993 году в Египте была издана первая энциклопедия психологии и психоанализа. На данный момент психоанализ практикуется и распространен в Египте, Марокко, Ливане, в меньшей степени в Тунисе и до начала войны развивался в Сирии. Фактически 5 арабских стран. Цифры красноречивы. В огромном культурном арабском пространстве едва ли насчитывается более 40 психоаналитиков, включая 20 в Ливане, и то с учетом его более либеральных традиций, а также присутствующей части христианского населения. В Ливане существует Ливанское общество психоанализа, Ливанская школа психоанализа
и Ливанская ассоциация развития психоанализа. В Марокко основана в 1985 году организация «Фрейдовский текст», а также Марокканская психоаналитическая ассоциация, основана Жалиль Бинани, Лейла Шаркауи и другими в 2001 году. Это единственная функционирующая психоаналитическая ассоциация в Северной Африке и вторая в арабском мире после Ливана. Она активно проводит конференции, регулярно приглашает к себе французских аналитиков-спикеров. Марокко – одна из немногих арабских стран, в которой психоанализ активно практикуется сегодня, как в частной практике, так и в институциях. В Алжире психоанализ все еще находится в зачаточном состоянии, но реальная потребность и запрос на услуги психоаналитика существует для нового поколения, отмеченного насилием 90-х годов. В Тунис психоанализ привезли Лидия Тураси и Мухаммед Гарбаль. Мухаммед, получив психоаналитическое образование в Париже, практикует психоанализ для детей в детском госпитале Туниса с 2001 года. К сожалению, для других арабских стран психоанализ остается неизведанным. И только можно сказать, что отступает чуть ли не к своему полному исчезновению. Мы подходим к третьей части и окончательной нашей сегодняшней встречи. Это вопрос, возможен ли психоанализ в арабо-мусульманском мире. Для того, чтобы психоанализ распространился в активной практике в мусульманском пространстве, необходимо соблюдение двух основных условий. Первое фундаментальное условие заключается в том, чтобы подход к безумию и к психическому страданию стал научным. Благодаря укреплению в системе здравоохранения психиатрического сектора. И на этом психиатрическом знании потом выгравируется психоанализ. А психиатрия здесь находится в эмбриональном состоянии, глубоко биологизированная и сосуществующая с традиционными верованиями даже на приеме у психиатра. Лакан считал, что субъект, с которым мы имеем дело в психоанализе, является научным субъектом, то есть тот, который мыслит свое существование на основе научной иррациональности. Однако субъект науки еще не появился в арабо-мусульманском мире. Он по-прежнему привязан к традициям и сильно зависит от религии. В арабском мире еще не произошел переход от психики Бога к психике бессознательного. Араб – это ритуализированный субъект, находящийся в тисках интернализированного, тоталитарного и тотального другого. Здесь ответственность за невзгоды и недуги несет другой, сверхъестественный, демон-бог. Другими словами, плохое всегда находится вне субъекта. Оно с области фатализма. А лечение здесь все еще подразумевает борьбу либо ублажение внешнего агрессора. И в большинстве случаев обращение араба за консультацией не вызвано желанием или запросом разобраться в себе, а мучительными внешними обстоятельствами, от которых он хочет избавиться любой ценой. Второе условие связано с существованием верховенства закона и демократической средой, потому что практика психоанализа предполагает то, что субъекту дозволена свобода слова. Затем, чтобы, придя в кабинет аналитика, субъект мог говорить обо всем, что ему придет в голову, не опасаясь при этом за последствия. Когда-то Хосни Мубарака спросил один журналист, а почему в Египте нет демократии? На что Хосни Мубарак ответил, потому что народ к этому не готов. Так вот, то же самое можно сказать о психоанализе. Психоанализ в арабском мире на сегодняшний день не распространен,
поскольку народ к этому еще не готов. Непонимание и нераспространенность психоанализа в арабском мире исходит также из 3 основных предубеждений. Первое предубеждение – психоанализ Запада и поэтому не пригоден для мусульманской среды. На самом деле психоанализ занимается самым человечным в человеке, это его бессознательное. Когда задумал Фрейд психоанализ в Европе, он не предполагал, что это будет предметом принадлежности к определенной культуре. Более того, он широко распространился по всему миру и ознаменовал прогресс всего человечества. Сама суть бессознательного состоит в том, что оно присуще каждому, независимо от культуры, религии или каких-либо социальных маркеров. Вероятно, психоанализ – одна из тех практик, которая действительно, зародившись на Западе, не ставит за цель завоевание или трансформацию другой культуры. Верно, что Запада опасались за его эксцентричность, подрывающую традиционный образ жизни незападных культур. Во-первых, это не подразумевает все практики. И во-вторых, это снова-таки для араба вопрос познания неизведанного, неизвестного. Трудно игнорировать также тот факт, что всего несколько десятков лет назад исламская земля была жестко колонизирована западными державами. И память об этих следах все еще жива в сознании, по крайней мере, старшего поколения. Также старшее поколение тревожит и вызывает беспокойство слова тот же француз или британец, то есть и все то, что исходит из этих стран. Второе предупреждение о том, что это якобы практика еврейского происхождения, противоречащая исламским принципам. Стоит сказать, что психоанализ – одна из немногих дисциплин, возможно, единственная, которая была изобретена всего лишь одним человеком. Но Сигмунд Фройд, хотя и не отрицал своей связи с иудаизмом, вовсе не был религиозным и даже объявил себя атеистом. Еще в 20-е годы он занял чрезвычайно смелые позиции. Группе евреев, которые попросили его поддержать сионизм, он ответил, что те, кто собирался поселиться в Палестине, неизбежно вызовут волнение и протест среди арабов, и что у них нет причин идти на ту землю. Кроме того, односторонний подход к религии нельзя не критиковать как неспособность решить такой сложный, но чрезвычайно провокационный вопрос о взаимоотношениях между исламом и психоанализом. Главным образом, ислам не подвергался никакому вопрошанию со стороны Фрейда. В психоанализе нет иудаизма, напротив, он ставит под сомнение все, что касается религии, будь то иудаизм, ислам или христианство. Ну и третье предупреждение, что это антирелигиозная практика, претендующая на место религии. Психоанализ – это не метод, вдохновленный религией, однако это не подразумевает его антирелигиозную ориентацию. Психоанализ – это не видение мира. Фрейд придерживался нейтральной позиции по отношению к религии. Фактически психоанализ как учение о бессознательном может способствовать понятию генезиса человека, его культуры наряду с религией. Не существует понятия мусульманское бессознательное, существует просто бессознательное. Таким образом, нет никаких теоретических или даже технических препятствий для использования психоанализа с мусульманами, пожалуй, за исключением очень-очень-очень религиозных случаев, там, где субъект крайне религиозный. Таким образом, в заключение можно сказать, что традиционные нравы арабских стран имеют тенденцию подчеркивать вес коллективного над индивидуальным, подчинение социальному
и игнорирование субъективного, что является необходимым для выживания в этой культуре. Главный принцип – это то, что по-арабски называется муссаяра, или подавление истинных мыслей и чувств, чтобы сохранить социальное лицо. Индивидуальное «я» часто затопляется и погружается в семейное «мы». С одной стороны, арабский менталитет формируется ценностями бедуинов, а с другой – исламскими принципами. Чувство чести бедуинов живет наряду с агрессивностью, которая необходима для выживания в пустыне, в то время как исламская мораль учит, наоборот, альтруизму и покорности. Конфликт идентичности, спровоцированный первичным вытеснением происхождения арабов, также порождает все уровни мусульманского бессознательного. Как мы уже говорили, сохранились данные о том, что элементы психоанализа практиковались еще во время пророка. Это интерпретация сновидений, это свободные ассоциации, воспоминания из прошлого для облегчения страданий, Аль-Газали, например, или установление связи между страданиями тела и психической причиной, Аль-Рази, Аль-Кинди. Интерпретатор сновидений до сих пор является отдельной профессией и глубоко почитаемой личностью на Ближнем Востоке. Действительно, существует тонкая грань между религией и субъективным бессознательным, поэтому даже имея западное образование и имея успешную практику с западными субъектами, все-таки для аналитика, который работает с мусульманами, необходима определенная подготовка, культурная подготовка об истории, о традициях своего пациента, а также уважение к убеждениям анализанта. Ведь имея в своем запасе знания о системе, культурной системе, которой принадлежит мусульманский пациент, аналитик может различить ту грань между воображаемым пациентом и реальностью, и культурной реальностью, в которую он помещен. Вот так вот, например, на сеансе аналитик не будет интерпретировать в некоторых случаях разговор о джиннах или демонах как элемент декланша психоза. Он будет включен в культурную систему своего пациента и будет работать с этим привнесенным элементом на сеанс. Поэтому действительно работа с мусульманом требует определенной культурной подготовки, и психоанализ возможен в этом мире, хотя на данный этап больше все-таки мусульман ищут поддержку не в своем государстве, опасаясь снова-таки то, что о них будут говорить, что там их соседи, друзья, что они ходят к психологу. Поэтому все больше и больше мусульман, араб ищут поддержку в пространстве интернета от западных аналитиков, и то, чтобы западный аналитик был не арабского происхождения, но при этом обладал знаниями об их культуре, является и приоритетным, и распространенным. Поэтому не исключительно то, что именно вот в таком виртуальном кабинете мусульманин с арабской страны может встретить своего западного аналитика. Снова